Всем привет! Если ты это смотришь, значит ты продолжаешь смотреть мои подкасты каждую пятницу. Сегодня поговорим о Таиланде, как устроен в целом здесь бизнес, как живут здесь люди и что я понял за почти 3 года жизни в Таиланде. Начнем. Начнем с того, что тайцы сверхадаптируемые люди. То есть большинство туристов, которые сюда приезжают, они разговаривают на собственном языке. То есть приезжают англичане, приезжают американцы, они, естественно, кроме английского своего не знают ничего больше. Приезжают русские, особенно в Паттайю, они приезжают, начинают разговаривать в 7-Eleven на русском и удивляются, почему их никто не понимает. Я ведь заплатил за путевку, значит, все должны меня понимать. Вот, к сожалению, такое мышление формируется практически у всех. То же самое китайцы, то же самое абсолютно другая страна. То есть они приезжают сюда, в Таиланд, зачастую это по путевкам, и они от слова совсем не изучают культуру, как здесь все устроено. То есть они берут, приезжают, к примеру, китайцы, то есть они приезжают сюда, начинают создавать свой маленький Китай. То есть вот приехал один китаец, он нашел второго китайца, нашел пятого, нашел 10-го китайца и создал себе некую мини-Китай внутри там России. То же самое абсолютно по такому же принципу англичане, то же самое русские. То есть особенно, к примеру, на Пхукете где-нибудь взять Равайи или Карон, особенно Карон, то есть там просто, ну, все на русском. Потому что уже сформирован как бы пузырь русскоязычных людей. И никто из них не хочет, соответственно, получается, изучать культуру, изучать язык, даже тот же английский. Все просто хотят приехать и жить так, как раньше. Из этого, получается, тайцам нужно постоянно адаптироваться к изменениям, будь то ковид, будь то новые приезды туристов и так далее. То есть они изучают языки, это не все делают, а только тот, кто работает ну, в бизнесе с туристом. Основной фактор Таиланда – это туризм. То есть больше здесь прям таких факторов каких-то практически нет. Еще есть, кстати, некие ресурсы с Таиланда. Бананы, там всякая вот такая вот хрень. Но основной фактор – это туризм. Соответственно, кто работает с туризмом, они изучают русский, английский, китайский и все возможные другой, чтобы увеличить свой фактор. Потому что туристы хотят приехать и не меняться, просто там за 10 дней по максимуму увидеть все достопримечательности данного города, там и покушать, сходить на массаж и, пожалуй, все. Ну и сделать фоточки, что я ведь был в этой стране. Соответственно, тайцам приходится изучать язык другой. То есть они сверхадаптируемые. Они адаптировались к ковиду, они адаптировались... Представьте, что Таиланд 90% выручки с туризма. То есть если туризм падает, то страна все. То есть страна погружается в полный хаос. Соответственно, когда был ковид, была полная жопа у тайцев, потому что туристов не было, денег не было. Соответственно, получается что-то вроде так. Это первый фактор, и я похлопаю тайцам за то, что они сверхадаптируемы. И давайте погрузимся тогда от этого фактора уже чуть-чуть дальше. Из-за того, что у них культура буддизма, жить в текущем моменте, не цепляться за будущее, соответственно, многие тайцы живут просто телом здесь и сейчас. То есть они не думают, они не строят планы, они ничего не делают. То есть им навязали определенный путь, то есть в детстве, как нужно жить. И они по такому пути живут всю жизнь. 99% тайцев не выезжали дальше Малайзии, дальше Таиланда, дальше Филиппин, дальше Индонезии. 99% не выезжали. Ни в какую Европу, никогда снег не видели, ничего. То есть они вот живут буквально в своем кругу.
А, И это не говорить про то, что большинство из них даже из Таиланда не путешествовали. Большинство из них даже по собственным городам никуда не путешествовали. То есть я очень много раз общался с тайцами, и большинство из них даже не выезжали ни в Чангмай, ни в Бангкок. То есть они вот, ну, родились в одном месте, и все, и там и живут, как бы они не меняют. Максимум, что они делают, это, если они родились в какой-то деревне, они переезжают там, где много туристов. То есть, соответственно, получается так. Они не думают о будущем, они не строят планов, они живут здесь и сейчас. Живут телом, живут дофамином, только в удовольствиях. Их очень пугает боль, их очень пугает, что нужно думать, что нужно что-то там делать, их очень пугает хаос. Поэтому они очень достаточно хрупкие и слабые люди, и из-за этого они как бы, ну, сформировались вот так. Перейдем дальше фактора. От того, что мы поняли, что они сверхадаптируемые и живут за счет туристов, соответственно, у них идет фактор. То есть Таиланд делится на сезоны. То есть сезон дождей и сезон тепла. В сезон тепла много туристов, много выручки. В сезон дождей никого нет. Соответственно, им за 3-4 месяца нужно заработать себе денег на целый год, чтобы жить дальше, потому что потом уже денег, скорее всего, не будет. И из-за этого им приходится, то есть, обманывать. Они очень-очень часто обманывают, условно, футболка вот эта вот стоит, ну, максимум 100 бат, да? То есть 100 бат, она никакой там, нет никакого HR-бренда, ничего нету, просто обычная футболка. Но они продают туристам за 1500, за 2000. То есть если ценник условный там на какую-то еду там в реальности от 20 до 50 бат, то туристам они продают за 500 бат, за 600 бат одно блюдо. Чтобы по максимуму, получается, заработать денег за короткий промежуток времени. То есть по максимуму тебя обмануть. И получается так, что они живут моментами. То есть заработали денег, дальше живем целый год на эти заработанные деньги. В большинстве случаев это так. То есть никто из них не улучшается, никто из них. Я уверен, что если уехать из Таиланда, вернуться через 10 лет, если вы ходили в какую-то кафешку и запомнили официанта, то, скорее всего, если кафешка не закроется, то все те же люди, которые работали 10 лет назад, они будут работать и сейчас. В основном это так и есть. И из-за того, что тайцы очень любят обманывать, получается, туристов, чтобы заработать себе деньги, потому что они больше никак не умеют зарабатывать деньги и ничего не умеют создавать. От этого у них портится постоянно репутация. То есть как самого Таиланда портится репутация постоянно, так и портится репутация маленьких бизнесов, то есть маленьких средних бизнесов. То есть политика Таиланда постоянно работает на того, чтобы запретить, чтобы ввозили электронки, запретить там секс-игрушки, запретить еще там что-то. То есть постоянно работают над исправлением своей репутации, потому что репутация – это основной фактор бизнеса. То есть без репутации у тебя не будет никакого долгосрочного бизнеса, не будет никакой империи, все сгорит к хренам собачьим. Таиланд, к сожалению, живет, как я объяснил, здесь и сейчас. То есть обмани здесь и сейчас за 10 дней туриста, чтобы потом жить. И даже если он пожалуется, ты закроешь свой бизнес и откроешься заново. То есть основной фактор, получается, живет так. Как в целом весь Таиланд, так и малый бизнес и средний бизнес. То есть, к примеру, если вам не понравился отель, какой-то мини-отель, зачастую здесь мини-отели, маленькие-маленькие-маленькие отели, которые открывают тайцы. Если вам не понравился отель или еще что-то, и репутация отеля начинается портиться, то он просто берет, закрывается и открывается заново. Поэтому это основная, получается, сила Таиланда, что они сверхадаптируются к изменениям. И основная ошибка Таиланда, что они не думают о репутации, они не думают о дальновидности, то есть они живут здесь и сейчас в моменте.
И получается, что бизнес не может вырваться из стартапа. То есть бизнес живет прямо вот буквально заработать здесь любыми способами на туристе, даже обманув, даже еще что-то сделав, даже кинув, но главное заработай. А потом уже дальше будет как, ну это будет дальше, это будет потом, это не будет здесь и сейчас. Поэтому мы можем жить. А даже если и репутация подпортится, я там адаптируюсь к изменениям и открою, возьму новую лавку с сувенирами. Поэтому никто из бизнесов не может построить что-то, какую-то империю, какую-то прям как условные Google, Яндекс, какая-то большая компания. То есть в основном это просто мелкие компании. Большинство крупных компаний это каких-то иностранных компаний, франшиз. Именно из Таиланда, которые здесь очень-очень мало, которые вырвались дальше Таиланда, да дальше, да не то, что дальше Таиланда, даже дальше Юва не вырвались. Соответственно, как-то получается так. И мой прогноз составляет в том, что если Таиланд не сможет начать думать на долгосрок, то есть не составлять планы. К примеру, Китай составляет планы на 100 лет вперед, то есть у них политика Китая есть на 100 лет вперед. Представьте, что Китай думает на 100 лет вперед, то есть и он уже живет, это самая древняя нация. То есть ключ к выживанию это сверхадаптируемость, я согласен полностью, и дальновидность. То есть нужно думать на долгосрок. Без этого, к сожалению, не выжить. Или, допустим, Россия, то есть думает на 5 лет вперед. Не так же, конечно, как Китай, но раз в 100 лет, раз в 200 лет происходят постоянные изменения. Свержение власти, какой-то хаос или еще что-то, распад страны. То есть, потому что страна, получается, думает на 5 лет вперед, от этого, получается, идет создание, надувается пузырь до вот таких вот масштабов. Мы растем. Потом идет этап гниения, когда система гниет и пузырь сдувается. И идет обнуление, потом снова новая страна. Таиланд, если начнет и продолжит жить по такой же тактике, то я не думаю, что он долго выживет. Скорее всего, в будущем страна просто исчезнет и займет место здесь Китая. Потому что китайцы уже на данный момент из своих кланов и из создания маленьких Китаев практически большую степень экспатов они захватили. То есть они скупают земли, скупают здесь все скупают. И создают свои кланы, создают свои общества. И если такими темпами все будет продолжаться, то Таиланд просто исчезнет как цивилизация. Что, скорее всего, я и думаю, и произойдет из-за того, что они не думают на долгосрок. То есть страна, к примеру, думает на 6 месяцев вперед, это максимум. То есть они думают на полгода вперед. И у них власть, то есть в Таиланде есть король, то есть он не меняется практически от слова совсем, и он не управляет страной. Это просто фигура, как на шахматном доске, король. Он ничего не делает, он просто есть. А большая степень политики Таиланда это, то есть, локальные депутаты, локальные президенты, то есть и так далее. И локальные президенты, локальные депутаты меняются раз в полгода, постоянно. То есть постоянно. У них постоянно там полгода пройдет срок, он не понравится, его выпнут нахрен, и потом придет новый депутат, скажет, что он плохой, и нужно совсем по-другому, и начнет заново. То есть, и вот у них постоянно вот так вот происходит. И происходит раз в 5-10 лет происходят военные перевороты. Из этого страна, получается, не может выбраться из хаоса из-за своей культурной цивилизации. Я надеюсь, вам было интересно послушать, как устроен бизнес в Таиланде. Если да, то подписывайтесь, скидывайте друзьям, лайкайте это видео, когда оно выйдет. И всем хорошего настроения. Всем пока.